Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может описать вашу жизненную ситуацию. Но давайте рассмотрим и какие-то альтернативные варианты развития событий нашего восприятия. Карты определенно подскажут. Сегодня две колоды. Это у нас оракул Ленорман, и с него мы начнем. Пусть он нам даст хорошую подсказку, где, может быть осторожным, или какая сфера жизни выйдет на первый план, может быть, на неделе, чему придется уделять внимание. А потом мы эту карту или какую-то иную информацию раскроем на колоде Таро. Итак, как оракул видит эту неделю для тельцов? Каковы будут подсказки? Карта дома. Вообще сама по себе карта великолепная. Как нам говорит о том, что спокойное достаточно течение жизни, хотя для кого-то из вас именно вопросы дома, места жительства сейчас выходят на первый план. Может быть, вы меняете жилье, кто знает, или вы задумали переезд, и значит, вы тоже будете заниматься вопросами переезда или оформлять какие-то документы. Для кого-то из вас это могут проиграться ваши близкие, может быть, дети, супруг, может быть, еще какие-то родственники. Но основные вопросы на повестке дня в течение недели – это как буквально дом, как недвижимость, да, это защищенность, стабильность, это мой дом, моя крепость, это может быть как и уют в доме, комфорт, то место, куда мы приходим отдыхать и восстанавливаем силы, где-то и то место, где мы себя чувствуем наиболее не только душевно комфортно, а мы себя где-то наполняем энергией и мужеством, может быть, наше сложное время. И это может быть еще и, знаете, какие-то традиции. У кого-то это будет как, знаете, к примеру, я работаю на дому, способы заработка, и тогда, скорее всего, у вас будет много работы, потому что по дому это всегда не только стабильность, но это и какой-то объем. И если вот кто занимается фрилансом или удаленно работает, скорее всего, будет, значит, у вас может быть веселая пора, много работы. А для кого-то еще из вас это может быть какие-то бытовые хлопоты. Что-то вы будете реорганизовывать. Но сама по себе карта как телец, наверное. Вот надо сказать, что для тельца дом очень важен. Для всех важен. Но телец любит, вы как раз, мои дорогие, любите стабильность, порядок и комфорт вы цените, и уют. Но где-то вы будете на своей волне. И что бы ни происходило вокруг, телец нацелен на какую-то конкретику, на благополучие. И как в наше сложное время, видимо, все это удержать и только улучшить. Ну, давайте посмотрим на колоде Таро Висконти Сфорца. Может быть, нам конкретно как-то раскроют эту тему. И первая карта, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что нам будет помогать. И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Посмотрим энергии, дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Итак, что важно знать? Стабильность. Ну вот как 4 стены основные, да, у дома, так вот и 4 пентакли. Это карта жадины, ее называют еще и так, когда мы сохраняем все то, что имеем. И очень пристально наблюдаем за тем, что происходит вокруг. Какую-то, видимо, как и стабильность сохранить, так и себя самого, и вопросы, то, что касается ваших близких, родных, детей, домочадцев, ну, одним словом, всего-всего. Вот сохранить вот это все в каком-то стабильном состоянии, это искусство. И одна карта подтверждает другую. Нет какой-то синкопы, нет по 4 пентаклей какого-то, ну, рывка или какой-то необходимости куда-то мчаться. Карта предвещает как раз спокойную неделю, хотя, как знать, может быть, как раз придется удерживать в какой-то неспокойной обстановке, ведь каждый из нас сейчас в своей находится, ну,
обстоятельствах своих каких-то. Меня смотрят люди из разных стран, и поэтому какая-то тема у каждого по-своему проигрывается. Иногда бывает, что значение «я хожу по кругу», ничего не меняется. Но, значит, тоже нужно оценить, что когда и не меняется, это тоже хорошо, потому что иногда и стабильность не все из нас имеют. Но я думаю, что для вас, мои дорогие тельцы, такой вопрос не будет стоять, потому что у тельца всегда есть занятия. У него дома есть занятия, у него с детьми есть занятия. Вы много работаете, вы очень трудолюбивый знак. Поэтому будем рассматривать как именно вот с учетом карты дом, стабильность, порядок, комфорт, уют, ну и все, и может быть и деньги, но это все на увеличение, как будто есть какие-то планы, проекты, и все идет своим чередом. Ну, тем не менее, мы посмотрим, чего не избежать. Тройка кубков чаще всего говорит о том, что есть какая-то помеха именно по этому значению карты, и мы должны эту помеху устранить. Я не могу сказать, что это будет касаться всех. Это как раз достаточно некрупная карта. И, кстати сказать, не во всех колодах это вот именно такое значение, как помеха. Хотя у кого-то может проиграться любовный треугольник, например, и придется разбираться с учетом вот этих двух карт. Что для меня дороже? Где-то отношения на стороне, или вот моя семья, мой дом, или нужен ли мне один партнер, или я останусь с другим партнером. Может быть, у вас нет еще семьи, и есть два человека, который как бы есть выбор просто-напросто. И по этой карте это тоже проигрывается. И не случайно мы видим 3 кубка, один как будто перевернут. Почему я говорю, помеха должна быть устранена. А у кого-то из вас это может быть по поводу ремонта, да, хотя нам карты не говорят напрямую, но вполне такое может быть, мы что-то улучшаем, ремонтируем, что-то нам, ну, не устраивает, и мы будем это и как-то изменять, вполне вероятно. Но есть еще и другое значение у кого-то из вас, это тоже может проиграться. Это, например, в колоде Таро иллюминатов, это карта праздника, когда просто есть какой-то повод собраться вместе, или что-то тельцы сделали очень хорошо, и есть повод для радости. Поэтому, в принципе, стабильная неделя. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Не время выяснять отношения. Ну, наверное, этому всегда не время. Не время слушать то, что говорят люди со стороны. Не время включаться в вопросы, которые не вас интересуют или не вам выгодны, а кому-то другому. Не время пытаться успеть в разных направлениях. Нет, вот нам сказали, наше направление, и как будто все, точка, баста. Мы не пытаемся успеть везде и всюду. Вот какая-то сама по себе стабильность, цикличность на этой неделе, когда мы в каком-то своем размеренном ритме. И все-таки я называю эту карту информационного хаоса, и значит не время, или это может быть нам как помеха, когда утром пришла одна информация, в обед вторая, а вечером пришла та, которая 2 предыдущих отменила. Есть какая-то разрозненность, чехарда, есть вот этот самый информационный хаос, и поэтому сказать, что мы получили известие или услышали какую-то новость и должны сразу этому поверить. Нет, конечно, я не могу. Поэтому фильтруйте все новости, информацию, которая приходит на ваш порог или в информационное пространство. Для вас на неделе намного важнее удерживать какую-то стабильность, и все. Но у каждого ведь своя история какая-то, и, может быть, люди будут на вас как-то воздействовать, на вас, точнее, глядя, телец всегда основательно выглянет. От вас веет, может быть, какой-то стабильностью, и люди могут тянуться, чтобы почувствовать где-то вот какую-то долю вашей стабильности. Но могут и отвлекать от какого-то дела. Поэтому нам все-таки карта от начала до конца, точнее 2, говорят быть на своей волне. Что нам помогает? Правда, вот как и личные отношения, наши близкие, наши любимые, наша семья могут о себе напомнить родственники, люди, которые на расстоянии, родственники на расстоянии,
мы можем на этой неделе где-то доверять именно тем, которые к нам искренне относятся. Есть у нас какая-то, знаете, как группа поддержки, нам по этой карте кто-то может прийти на помощь. Нам, кстати, могут люди, которых мы знали длительное время, но по какой-то причине, словно, ну, прервалась связь, либо контакт, либо дружба, может быть, разъехались. А здесь мы можем случайно встретить или каким-то образом списаться, или какой-то контакт у нас может быть с ними. Но все-таки, если в значении помогает, значит, либо мы сами можем искать какие-то связи, может быть, в том месте, где мы раньше проживали, или мы можем возобновить какие-то контакты, потому что нам нужна будет какая-то информация, вполне вероятно, и причем такая долженствующая информация. Не может быть и если, а что-то конкретное. И тогда, скорее всего, мы ее найдем. Мы найдем нужных людей из числа проверенных каких-то, и, значит, информация будет достоверной. Но все-таки тут не меньше вот в этом значении. Здесь проигрываются именно наши близкие, которые любят нас и которые к нам искренне относятся. И в целом вот та самая семья, когда есть и взаимопонимание, и поддержка. Дела, работа, бизнес. Продолжают тему нам как раз пятерки жезлов. И если здесь я сказала информационный хаос, а здесь сам по себе хаос людской. У кого-то это может быть, знаете, и на работе, конечно, такая ситуация. Или вы отправляетесь какие-то документы делать. Или может быть такой на работе напряженный режим, когда один с другим спорит. Или есть какие-то, ну это как соревнования все-таки, да, когда нас пытаются втянуть, может быть, в какое-то своего рода соревнование. Или случайно мы как свидетели какого-то спора можем быть, и по карте нам все равно говорят, держись сторонним наблюдателем. Собственно, держаться сторонним наблюдателем вам говорят по двум картам сразу, и тогда это будет нам как и помогать, ну, наверное, сразу и не мешать, и мы будем более ресурсны, потому что мы не потратим какую-то энергию свою впустую. Да, по семерке жезлов нам говорят, что если необходимо, мы можем парировать, мы можем себя защищать, и нужные фразы, слова найдем, и аргументы, все это есть. Но вопрос целесообразности, а стоит ли тратить время, энергию, может быть и деньги, кто знает, тут смотря чего вопрос будет касаться. Если мы отстаиваем какие-то свои позиции, может быть, но решать только, мои дорогие, вам. Вообще турбулентность есть в этой неделе, поэтому примите это к сведениям. Что у нас по финансам? Могут быть задержки какие-то с деньгами по карте звезда. Деньги мы получим. Или для кого-то из вас это с учетом дома, переезд, мои дорогие, или поездка куда-то далеко, но тоже как будто либо по семье, либо к каким-то, ну, знаете, хорошим друзьям, знакомым, которые иногда так бывает, что друзья едва ли не ближе, чем родственники. Или, ну, все равно как будто семейная, либо личная какая-то тема продолжается каким-то образом. Может быть, и поддержка, кстати, придет откуда-то издалека. Вполне вероятно. Или мы и деньги получаем откуда-то издалека. Ну, наверное, у каждого, опять же, по-своему. Иногда по карте звезда. Это могут быть и задержки. А еще есть момент, и, наверное, он наиболее важный, поскольку это старший аркан. И нам говорят, сияйте, как звезда, мои дорогие. И значит, для кого-то из вас, тельцы, какие-то новые возможности по заработку могут открыться. Это может быть с картой звезда, если мы говорим пространство, эфир, интернет. Здесь можно практически начать какой-то новый проект. Можно, конечно, и свое какое-то творчество, как и развить, так и привнести что-то новое туда, как и ремесло. Или если вы люди творческие, тогда для вас тут вообще может быть что-то очень такое значимое, весомое на длительный период времени, на десятилетие. Это карта выбора правильного направления. И вот как раз мы, если говорим на деньги, это такой способ заработка, который для вас заслужит не просто хорошую службу, а который будет развиваться очень долго и с такой хорошей геометрической прогрессией. То есть деньги как будто будут идти в рост. Это не пассивный доход, нет. Но это то, чаще проигрывается, то, что мы делаем, прикладывая усилия, развиваем себя и свой бизнес, свое дело. Или вот
чем-то мы участвуем, и для нас это не просто приносит доход, деньги, а нет, это и вдохновение, это интерес и какие-то перспективы. Ну, вообще здорово. В личной жизни. Может быть, конкретно человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, и какие-то общие вопросы вот по дому, по недвижимости, по переезду, по документам, разговоров много, тут контакты какие-то, вполне вероятно. А для кого-то из вас вы хотите узнать правду. Вот правда, у кого-то проигрывается вот тот элемент, который я говорила по тройке кубков. Как оформить документ или как мне разобраться в моих отношениях. Вполне вероятно, и так тоже. Но все-таки это не совсем крупная карта, и это у нас всего лишь паш мечей. У кого-то вопросы, связанные с детьми, вполне вероятно. Или кто-то по этим картам будет просто обращаться, предположим, к юристу или к нотариусу, оформлять какие-то документы, что-то подписывать, организовывать. Может быть, чиновники высокие, тоже какие-то согласования, документы, контракты. Но есть то, что мы должны сделать словно по закону. Да, тоже проходит по мечевым картам. А у кого-то из вас это вы будете в целях, может быть, профилактики, ну, к стоматологу пойдете или что-то для себя сделаете в плане улучшения или здоровья, или просто обследования. Нам не говорят по этой карте о болезнях, а больше как раз у нас и стабильно все. Так вот, мы здесь улучшаем на этой неделе, да, мы уже с вами сказали, и здесь вопросы как и нашего внешнего вида, кстати, и имиджа. Пусть это на деньги выпало, но это старший аркан. Он все равно распространяется на все сферы нашей жизни. И здесь, чтобы улучшить внешний вид, мы как раз можем тоже заниматься буквально своим имиджем. То есть вопросы здоровья, бодрости, они тоже важны. Кто знает, если вы человек медийный, то вполне вероятно для вас это тоже составляющая вашей работы. И значит, вы ей будете уделять внимание. У каждого по-разному, но вообще интересная неделя. И несмотря, наверное, на какую-то турбулентность вокруг, телец идет своей дорогой и правильно делает. И будут и радости, будут, и если какие-то вопросы, значит, вы их тоже решите. Но есть и то, что по части зарабатывания денег определенно надо подумать. Для кого-то ведь из вас, это, знаете, карьеру можно сделать, но каждый из нас занимается каким-то своим делом или область интересует, сфера интересов у каждого какая-то своя. Поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.